Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Сегодня мы представляем вам новую модель от американской компании Celestron – телескоп Power Seeker 80AZS. Небольшой и легкий светосильный рефрактор адресуется начинающим любителям для наблюдений Луны, звездных скоплений и туманностей, а также для наблюдений земных объектов и ландшафтов. Главной изюминкой комплекта, конечно, является сама труба. Это первый и пока единственный короткий рефрактор-ахромат в серии Power Seeker. Кроме размеров, эта модель отличается и цветом. Белая глянцевая труба выглядит весьма нарядно. Немного отличается от предшественников и вилочная монтировка. Перья вилки более тонкие и изящные, но благодаря ребристой структуре в жесткости не проиграли. А вот корпус вертикальной оси более низкий, более крупный и более устойчивый. Конструкция монтировки позволяет осуществлять полнокруговое движение по азимуту. Движение по высоте от минус 15 до плюс 80 градусов. Такой диапазон прекрасно подойдет для астрономических и для наземных наблюдений. Тренога этого телескопа изменений не претерпела. Она такая же, как у старших моделей серии Power Seeker. Двухуровневая, раздвижная, из тонкого алюминиевого профиля с пластиковыми креплениями и с стальной полочкой-распоркой. Объектив телескопа установлен в пластиковой оправе. Он двухлинзовый, с воздушным промежутком и достаточно хорошим просветлением насыщенного фиолетового оттенка. Отметим также отличное чернение внутри трубы. Фокусер телескопа реечный, пластиковый, с посадкой 1/4 дюйма. Форма его такая же, как у более крупных рефракторов, но пластик довольно бюджетный, глянцевый. Выглядит он не очень презентабельно, но с фокусировкой справляется хорошо. На корпусе фокусера имеется стандартное гнездо под стойку искателя, однако производитель им не воспользовался. Комплектный искатель совсем простой и прикручивается на двух винтах непосредственно к стальному корпусу трубы. В комплекте идет призма прямого изображения, такая же, как в сериях Power Seeker или Astromaster. Излом оси на 90 градусов, корпус шаровидный, пластиковый, баррель металлическая, черненная, с проточкой. Комплектный окуляр 20 мм нас порадовал. Это не Кёльнер, как в старых моделях Power Seeker, а весьма хороший Plössl. Корпус окуляра полностью металлический, с отличным матовым чернением, с хорошим фиолетовым просветлением линз и мягким, приятным наглазником. Второй комплектный окуляр с надписью 4 мм нам не понравился. Маленькие непросветленные линзы, пластиковый корпус, узкое поле зрения. К тому же его фокусное расстояние оказалось не 4, а 6 мм. Мы уже не первый раз сталкиваемся с такой пересортицей. Обычно это было у менее именитых брендов. От компании Celestron мы такого не ожидали. Наконец, в комплекте телескопа имеется зеленый окулярный светофильтр. Корпус его пластиковый, сам фильтр стеклянный и с довольно крупной апертурой. Для такой светосильной трубы он будет совсем не лишним. При наблюдении земных объектов на увеличении 20 крат диагональная призма и комплектный окуляр 20 мм дают очень яркую картинку. Геометрические искажения и хроматизм малозаметны. Сочетание диагональной призмы со вторым комплектным окуляром на увеличении 67 крат поразило. Такого красочного хроматизма мы еще не видели. Этот окуляр мы больше не использовали. Зато в некомплектный окуляр 5 мм на увеличении 80 крат земная картинка вполне смотрибельна. Хроматизм заметен, но надписи читаются вполне уверенно. По астрономическим объектам окуляр 20 мм вполне подходит для наблюдения Deep Sky объектов. В поле зрения больше 2,5 градусов отлично смотрятся рассеянные звездные скопления.
С этим же окуляром на увеличении 20 крат под темным небом нетрудно найти и яркие туманные объекты. Большую туманность Ориона мы увидели такой. А вот для подробных наблюдений Луны увеличение комплектного окуляра 20 мм, конечно, маловато. Яркость избыточна даже со светофильтром. Заметно также бликование на призме. В некомплектные диагональное зеркало и окуляр 5 мм, увеличение 80 крат, яркость поверхности упала, бликование исчезло. Хроматизм заметен, но все же на Луне удалось увидеть гораздо больше подробностей. С теми же некомплектными аксессуарами на увеличении 80 крат, несмотря на хроматизм, мы рассмотрели диск Юпитера с двумя экваториальными полосами и Галилеевы спутники планеты. Что же, подведем итог. Механика телескопа показала себя с хорошей стороны. Для короткой и нетяжелой трубы даже простой азимутальной монтировки вполне достаточно. Оптические параметры модели соответствуют заявленным. На малых и средних увеличениях с хорошими окулярами изображение вполне приемлемо. Некоторые нарекания вызывает картинка на больших увеличениях, но телескоп изначально и не рассчитан на такие наблюдения. Огорчило также наличие некачественного и откровенно бесполезного окуляра 4 мм. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем рекомендовать Celestron PowerSeeker 80AZS в качестве первого или мобильного телескопа для знакомства с крупными астрономическими объектами, а также для наземных наблюдений. Телескоп желательно дооснастить диагональным зеркалом, а также парой хороших окуляров, например, 12 мм и 5 мм. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.